Приветствую всех, друзья! С вами на связи Алехандро. Мира вам и вашему миру. Предлагаю вашему вниманию общий расклад Таро для мужчин, для женщин, послание высших сил, о чем вам важно знать прямо сейчас, который подходит на все знаки зодиака и для всех знаков зодиака. Мы сегодня будем расставлять акценты именно в случайном порядке, послание Вселенной, высших сил каждому знаку. Вы можете прослушать этот расклад от начала до конца, можете сконцентрироваться на каком-то конкретном знаке, либо их комбинации, может быть, послушать какие-то месседжи тем знакам зодиака или о тех знаках зодиака, которые вам не безразличны. Например, ваши родные, близкие, дети, любимые и так далее. Итак, начнем. Давайте первый месседж. Первый месседж. Знак зодиака я буду открывать потом. Когда я проговорю месседж, этот знак зодиака будет открыт. Да? То есть сначала я говорю месседж, послание высших сил, а потом знак зодиака. Я не знаю, какой знак будет, да? Так, ну что ж, выпадает змея. Значит, смотрите. Послание о судьбе, о закрытии цикла, цикл закрывается, о перезагрузке матрицы судьбы и, возможно, о повторении чего-то. Вообще, вот здесь мы видим мандалу, а мандала это всегда такая структура или схема, да, схема судьбы, схема цикла. Давайте посмотрим, о чем это. Можете загадать желание как раз. О чем это? Так, цикл закрывается, и вы от чего-то должны будете освободиться. То есть закрытие цикла связано с очищением и освобождением. Карты, кстати, сегодня повторяться не будут. Давайте смотреть. Закрывая цикл, от чего вы должны освободиться. Да? Или от чего очиститься. Может быть, от чего-то избавиться. То есть приходит время от чего-то избавиться. Самый простой вариант. Да? Приходит время избавиться от привязки к женщине и от эмоциональной привязки женщины. То есть, если к вам или вы привязаны к кому-то эмоционально, то приходит время от этого избавиться, очиститься. Не знаю, какой знак зодиака, но сейчас как раз посмотрим. Но тут явно выражен знак зодиака рак. Особенно это актуально для женщин раков, всех водных стихий, скорпионов и рыб. Но для каких знаков зодиака? А вот теперь давайте смотреть, этот вот, да. А вот этот вот знак зодиака и актуально это для львов. Поэтому львы, приходит время избавиться от эмоциональной привязки с женщиной или для женщины. Также это, возможно, разрыв пуповины. Что такое разрыв пуповины? Вы знаете, да, есть такое это оно как обряд выглядит, когда женщина связана с ребенком, да, то есть особенно для женщин. Да. Если вы, взрослые человеки, привязаны каким-то образом, например, к какой-то негативной родовой программе матери или бабушки, то приходит время от этого избавиться. Особенно если вы лев, а ваша мама, бабушка или женщина, да, знак зодиака водной стихии. Вот такой вот месседж интересный. А по традиции я призываю подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий. Следующий месседж у нас. Давайте смотреть. Мы давно уже эту колоду не использовали. Да, я ей пользуюсь часто на диагностиках негативного влияния. Но сегодня мы посмотрим ее в другом ключе. Соловей. Соловей обычно это месседж о чем-то легком,
о каком-то послании, о какой-то песне, может быть, о каких-то влюбленных отношениях. Кто-то заговорит с вами легко, у вас с кем-то будет налаживаться коммуникация. Будет легко налаживаться коммуникация. Относительно легко. Давайте смотреть, еще уточнять. Давайте уточнять. Да, у вас прямо встреча. Встреча в поездке, в переезде. У вас будет легкая поездка, легкий переезд, легкая встреча, легкое знакомство. Если собираетесь приобрести транспорт, легко договоритесь о купле, продаже транспорта. Ну, вообще карта транспортная, поэтому все, что связано с переездом, обсуждением транспорта, какая-то у вас или легкий разговор ждет, или приятный разговор, приятное знакомство. И все это может быть связано с поездкой, переездом и транспортом. Да. Окей. Но будьте осторожны, вам месседж, неизвестно еще какому знаку, а ну-ка напряглись в знаке зодиака, да. Месседж. При покупке транспорта, в поездке, в путешествии будьте очень осторожны с человеком, которого не знаете. Это кража, обман, мошенничество и, ну, может быть, какая-то авантюра. Поэтому здесь месседж. Приобретаешь автомобиль, проверь, перепроверь, да. Ну и не доверяй тем, кто в пути с тобой не знакомый, и, может быть, продавец, которого ты смотришь транспорт, может быть, не до конца откровенен с тобой. Также все знакомства в поездке должны проходить какой-то дополнительный контроль, особенно, может быть, если интуиция вам подсказывает о том, что что-то с этим человеком или с этими людьми не так. То есть будут как бы легко наладиться связь, но она может быть с двойным дном. Давайте вот этот знак зодиака, кому это актуально? Это актуально для овнов. Это овны. Овны, будьте осторожны. Ну, вот такой месседж. Там, где с транспортом. Ну и смотрите, тоже будьте внимательны со страховыми компаниями. Почему-то у меня еще здесь это, потому что здесь как бы хорошо обещают. Да, при выборе страховой компании хорошо посмотрите ее. Ну, как оно называется? Портфель ее, да, портфолио, да, вот так. Хорошо, следующий месседж. Следующий месседж. Ну и смотрите, я знак зодиака ложу позже, поэтому кому актуально это, может быть, кто-то, допустим, вот собирается что-то приобрести, да, например, транспорт. Будьте осторожны, вне зависимости от знака зодиака. Так, ну тут прям опасность. Будь осторожен, прямо карты кричат. И внимание, внимание, красный свет. Возможно, вы куда-то вот прям идете, да, идете либо не туда, либо туда, где опасно. Говорят, не рискуй, да, не терроризируй судьбу, да, да, не испытывай судьбу. Не испытывай судьбу, карты говорят. А ну давай. Ну, тут смотри, тут сон, ну, возможно, твоя мечта достаточно опасна. Сон – это мечта всегда. Твоя мечта может быть опасной. Потом скажу так, когда ты спишь, ну, мы когда действительно спим, человек, когда спит, он уязвим, да. Возможно, твоя энергетика, особенно ее тонкий слой, тонкая, ну, высшая чакра, слабенькая, то есть, ну, где-то тут о защите высшей чакры, 7 чакры. То есть, могут быть какие-то астральные подключки, будь осторожен, да. Такой месседж. Давай еще уточнение какое-то тут прям. Тут просто месседж огонь, огонь. Твоя энергетика, особенно когда ты спишь, и астральные подключки могут быть для тебя опасны. То есть проверь свою энергетику, особенно 7 чакру верхнюю, что там. Ну, давай еще вот уточняющую я для себя карту положу. Есть такое, ну, как здоровье, да. Насколько оно близко к голове, эта карта, да, где оно может отражаться.
Ну, тут циркуляция, это циркуляция энергии в основном, в принципе. Это просто дополнительно, я ее уберу, эту карту. То есть я для себя смотрю, что циркуляция твоих энергий, ну, возможно, она либо направлена не туда, куда надо, либо энергетика твоей защиты оставляет желать лучшего и ослаблена. Такой месседж. Какой знак зодиака? Ну, вот это давайте смотреть. Особенно для знаков зодиака Весы. Если вы там спите беспокойно, не можете заснуть, бессонница, ночью в холодном, горячем поту, кошмары снятся, или чувствуете, что после сна у вас состояние не очень, надо проверять себя на энергетическое состояние, да, ну, на энергетическое, давайте скажем, здоровье. Следующий месседж, послание высших сил. Можно этот расклад расценивать как послание ангелов-хранителей, или что вам хотят сказать духи живых или мертвых, ушедших, точнее, людей. Следующий месседж, космическое яйцо, это чакра Сахасрара, это о высших силах. Что-то связано с высшими силами, что-то связано тоже, как и в самом первом раскладе, но вдруг вы первый расклад делали акцент по первому знаку зодиака, по льву, да, с циклом каким-то. Но, тем не менее, это чакра Сахасрара. Давайте смотреть. Что-то с космосом, что-то с высшими силами. Высшие силы вам что-то хотят передать прямо. Высшие силы хотят вам передать о соли. Что такое соль? Соль, она используется в чистках и в защите. Высшие силы сообщают вам, что вам надо себя от чего-то либо чистить, избавлять, либо защищать. Ну, тут уже можно и на физический уровень, смотрите по своей ситуации, но и на энергетический, да, ну, то есть как бы как магия, воздействие и так далее. Давайте смотреть. Но высшие силы прям говорят, тебе нужно, может быть, не без помощи высших сил, защищать, охранять, очищать свои отношения, свою любовь, свою жену, своего мужа, любимого или любимую, то есть того человека, который тебе действительно близок. Для каких знаков зодиака это актуально? Вот давайте вот это вот. Для близнецов. Это вот смотрите, прям, да, как знак зодиака близнец, тут прям, видите, как будто бы он тут, этот расклад и... Ну, давайте, откуда может быть опасность, да, почему защищать, или откуда опасность? А опасность магическая, скорее всего, и с большей долей вероятности она идет от женщины, но потому что женская карта, да, ну, вот так. Окей. Следующий месседж, послание высших сил. Давайте посмотрим, что хотят передать вам карты. Давайте посмотрим. Опа. Эта карта, она может быть о защите. Именно о защите, о бдительности, даже больше о бдительности. Как бы месседж «будь бдителен», осторожен, внимателен, особенно если ты руководитель, начальник, хозяин какой-то ситуации, да. Может быть какой-то месседж о мужчине здесь быть, это земная карта, то есть что-то связано с осторожностью на материальном уровне. Ну, давай смотреть, что там, где тут внимание должно быть, к чему должно быть внимание твое. Волк – это всегда защитная карта. Или защищающая, да, но она может свидетельствовать и о скрытой опасности. Но тут уже надо смотреть, либо тебе надо защищать тех людей, с которыми ты связан, либо твоя привязка может быть для тебя потенциально небезопасная. Ну, нужно смотреть, касается это тебя или нет, и в каком контексте, потому что общий расклад, я даю общее понимание расклада, да. Ну, давай смотреть. Ну, у меня такое ощущение, что тебе нужно защищать того человека, с которым ты связан, привязан. Ну, как бы, знаешь, месседж такой.
береги своего близкого. Все. Вот больше я не... Или помоги своему ближнему. Ну, это больше служба, помощь. Здесь оно в хорошем ключе. Вообще эта карта, она может означать и магическое что-то. И если ты чувствуешь, что твоего близкого там к чему-то привязали, да, например, там магией, да, и он там ходит направо, налево, да, там мужчина, женщина начинает блудить, да, ну тогда надо как-то там это поправлять эту ситуацию. А так вообще защищай ближнего своего, да, или не обидь ближнего своего, или помоги ближнему своему. Или тот, кто тебе дорог, нуждается в помощи, помоги, чем можешь. Но смотри, если тебе кто-то обращался недавно за помощью, и ты считаешь его близким, ну, помоги, чем можешь. Так. Почему? Ну, это какая-то кармическая связь, и, скорее всего, тебе нужно. Ты не должен помогать, а тебе нужно помочь, потому что ты связан кармической связью. Это карма, это связь, кармический узел какой-то, да, вот так. Поэтому эту кармическую связку нужно защитить. Знак зодиака, давайте вот этот посмотрим. Для тельцов. Кстати, здесь Земля, здесь знак Дева, Телец, ну, Тельцы, особенно Тельцы, но вообще это Дева, особенно если этот человек Дева или кто-то из вас Дева и Телец. Пара Дева-Телец или два земных знака, вот так. Тельцы, помогайте ближнему своему, и ваш кармический узел, возможно, будет расплетен менее болезненно, чем вы думаете, или чем он может расплестись, да. Вот такой месседж. Окей, давайте следующий посмотрим. Следующее послание. Давайте еще немножко. О вашей работе. О вашей работе и ваших вознаграждениях. О ваших трудах, о приложенных ваших усилиях, о ваших целях. Давайте, это работа, вознаграждение, цель всегда, да, то есть что хотят сообщить вам высшие силы. А вы будете вознаграждены, особенно если вы человек честный, благородный, настойчивый, не глупый, то есть, ну, если вы трудились умом, руками, рассчитывали, планировали что-то, да, то есть ваша запланированная прибыль, да, она возможна. Давайте посмотрим уточняющую карту. Ну, здесь очень много о правосудии каком-то. То есть правосудие на вашей стороне, справедливость восторжествует, настоящая истинная справедливость. Ваши усилия по поводу мужчины и женщины оправдаются. Мужчина может оказать справедливую помощь женщине, женщина справедливую помощь мужчине. На работе между начальником и подчиненным или начальником и подчиненной, начальницей и подчиненным может быть достигнут компромисс, консенсус, уравновешивание каких-то споров, конфликтов и справедливое вознаграждение за труды. В том числе и в бизнесе. Ну и если вы судитесь с кем-то, то, скорее всего, суд пройдет, ну, как бы в вашу пользу или на вашу пользу. Особенно актуально для дев этот месседж, если вы дева. Ну, может быть, какой другой знак зодиака, если вы такой, то да. Следующий месседж, давайте смотреть. Послание высших сил. О детях и о подростках, о юношах, о девушках, о молодых. Или для молодых тоже можно посмотреть. Для детей, молодых парах, молодых знакомствах и о чем-то новом. Ну, тут будет все хорошо, просто будет все хорошо. То есть ваша молодость пройдет хорошо или уже прошла хорошо, да, у кого прошла. С вашими детьми будет все хорошо. В вашем новом знакомстве будет все хорошо. Земля. Если вы планируете детей и работаете над этим, они, скорее всего, будут. Если хотите внуков, чтобы они были, они будут. Ну, если у вас это актуально, действительно.
Ну, а если есть трудности, то можно преодолеть. Ну, что еще здесь может быть? Вы будете довольны своими результатами и своими детьми. Что-то новое, хорошее входит в вашу жизнь. Что это? Это компромисс, примирение. Возможно, если вы ищете родственную душу, вы ее найдете. Ваше сердце успокоится по поводу ваших детей, если особенно вы беспокоитесь за ребенка, за своего ребенка, да, сына или дочь, или детей. С детьми будет все хорошо. Если у вас кто-то ушел в мир иной, то ваши родители через ваших ангелов-хранителей передают вам, что они вас любят и хотят, чтобы вы жили дальше, росли, творили и достигали высших результатов. Такой почему-то у меня месседж пришел здесь. Для кого это актуально? Да, вот это вот будет. Особенно актуально для знака зодиака рыбы. Ну, вот такой вот месседж. Давайте следующий знак. Давайте посмотрим. Посмотрим следующий знак. Или следующее послание, да. Интересно, мне вот интересно, вы смотрите знаки или послания? Или вообще, а что вы смотрите? О, здесь прям друзья, что-то очень хорошее. Эта карта часто говорит об каком-то релаксе, о каком-то отдыхе, о каком-то удовольствии, о детях часто, это детская карта больше, о каких-то позитивных эмоциях, да, вот такое. Что-то очень хорошее входит в вашу жизнь, да, легкое причем. Это касается и детей, и семьи. Вот прямо, я не знаю, с чем у вас дельфин ассоциируется, вот так, это так и работает для вас. Вот что вы увидели, что вы почувствуете? Вот поставьте на паузу 21:50, 21 минута 50 секунд. Как вы считаете, чего это касается? Вот так и напишите. Это касается того-то, того-то. И вот сейчас мы посмотрим, что хорошее приходит. Ой, прямо вот это хорошее, что приходит в вашу жизнь, прямо окрыляет вас, дает новое дыхание, дает возможность общаться, радоваться жизни, не только разговаривать, но и знакомством каким-то, освобождает от чего-то плохого. Тут и выздоровление, и возможность двигаться, да, вот такой вот прилив сил, это энергетические все аспекты. Я не говорю, что вы начнете плясать от счастья, хотя и плясать от счастья, скорее всего, вы начнете, потому что дельфин, он пляшет в своей воде, да, вы будете плясать на воздухе, да, вы от чего-то освободитесь. Очень хорошая комбинация, причем, знаете, как освобождение, это будет для вас целым исцелением. Ну, давайте уточнять. Вы прямо избавитесь от хандры, от токсичных людей, от навязчивых чувств и мыслей. Ваше сердце действительно успокоится по поводу того или той тяжести, которая касается чего-то плохого, особенно если вы переживаете за детей или людей, с которыми, которых вы считаете очень хорошими, и о них вы беспокоитесь вдруг, да? Вот вы беспокоитесь, а выйдет все гораздо проще и легче. То есть, просто не берите близко к сердцу тяжелого в руки, а дурного в голову. Скорее всего, негативная эмоция и новость минет вас или обойдет вас стороной. Знак зодиака чуть не забыли. Да? И особенно это актуально для стрельцов. Особенно. Я думаю, что какой бы вы знак зодиака ни был, этот расклад вы принимаете в любом случае. Да? Какая-то радость прямо. Знаете, вас по вот этому последнему раскладу, который я брал, что-то очень сильно порадует. Вы, возможно, это не замечаете, но вы откроете глаза на какую-то радость. На какую-то, может быть, даже нестандартную радость. Нестандартное развлечение. Окей, еще у нас 4 месседжа. Давайте рассмотреть. 4 месседжа. Это мы сейчас смотрим. 9 месседж. Да? Тут прямо какое-то перерождение, прямо облегчение опять вот. С одной стороны душа и разум. Вы вздохнете и душой, и разумом, но у вас прямо вы пройдете какую-то трансформацию, прямо перерождение.
Давайте смотреть, с чем связано это перерождение. Прям будете порхать как бабочка, да? Ну, здесь по-разному может быть. Давайте так. Бастет часто не только о деньгах. Бастет – это богиня распусты, да, или разврата, ну, такого темного. Но давайте так скажем. У вас переродятся какие-то интимные отношения ваши или проходят перерождение. В хорошую или в плохую сторону, не знаю, будем смотреть. Ну, в общем, у вас будет трансформация интимных отношений и трансформация финансового канала. Она и о деньгах, бастет, и о женских энергиях, то есть будут трансформироваться женские энергии в том числе. Ну, тут надо смотреть, может быть, что-то гормональное, а может быть просто трансформация энергии, которые и на женском уровне, да, и на интимном, и на финансовом будут меняться, да, эти энергии. Ну, я вам так скажу, вам в руки идут деньги, богатство, богатый мужчина, обеспеченность, хорошая работа, прибыль и успех. Король Пентаклей прямо. Для женщин особенно актуальна встреча с богатым мужчиной или обеспеченным, или состоятельным. Но тут уже второй вопрос, а как вы им сможете воспользоваться, да, ну в хорошем смысле слова, как вы можете использовать этот шанс. И тут уже, наверное, зачесались ручки и вспотели ладошки у всех знаков зодиака, да, особенно тех, которые еще не посмотрели. Ну-ка, давайте посмотрим. Но тут козероги. Козероги, у вас на пороге, если вы живете недостаточно обеспечено, то все может измениться в лучшую сторону. Ну и все благодаря вот этой вот кицьки. Оця кицька, вона вам може допомогти. Якось так. Добре. Ходімо далі, як кажуть. Давайте посмотрим дальше. Но следующий месседж у нас с вами. Давайте смотреть. Следующий месседж. Что-то со статусом. Причем, ну, вы стремитесь к какому-то статусу. Да? Вот представьте себе, к какому статусу вы стремитесь. Но вам как бы это тяжело. Например, вы хотите быть оперным певцом, к примеру, не обязательно певцом, да, или вы хотите быть начальником, как-то опасаетесь, да, вот такое вот. Но это эстетическое какое-то наслаждение часто, да, поэтому здесь или ваш статус и ваше лицо, давайте, вот ваш имидж, вот, больше о имидже. Эта карта больше о имидже, почему-то вот сейчас мне идет это. Что с вашим имиджем? То есть, может быть, на вас наговаривают, а может, вас наоборот обеляют, да? Карта не очень хорошая. Кто-то желает вам зла. 13-й аркан, но тут он 180-й, да? Давайте так скажу. Вам лучше упасть на дно, залечь на дно, не отсвечивать, не нарываться, не борзеть, не идти на рожон, не рисковать. Вот такой месседж идет почему-то. И чем вы незаметнее, тем наоборот вы лучше. То есть ваш статус, чем заметнее, тем опасней. Слышите, да? Особенно это в конечном итоге касается денег и здоровья. Поэтому если у вас, ну, условно говоря, вы светите деньгами, светите прямо ними, или светите своей силой, то в конечном итоге вот это засвечивание денег и силы может обернуться против вас, ударить по здоровью, ударить по деньгам, по статусу, по имиджу и так далее. Если вы так подозреваете, может ли вам кто-то магичить и желать зла, да, в этой комбинации могут желать зла и магичить, особенно если у вас страдает здоровье и деньги. Услышьте, особенно это актуально
для знака зодиака Скорпион. Или водные знаки. Ну, такой месседж. Будьте осторожны. Будьте. Но все равно будьте, да, потому что каждая секунда бытия нуждается в вашем присутствии. Следующий месседж. Давайте посмотрим. Здесь что-то вокруг вас может быть и защита, и опасность. Но орел – это об охоте. Всегда охотник. Посмотрим, я не могу сейчас, у меня не идет вот с потока прямо ничего. Давайте посмотрим. Просто орел. Это может быть и мужчина, это может быть и поездка-переезд, это может быть преследование цели, или ваше достигаторство, или ваша самореализация. Тут уже кому какой аспект ближе. Да? У меня почему-то вот сейчас ваше достижение какое-то. Вы чего-то должны достичь или можете достичь. Но пока посмотрим, в каком контексте энергетика это все. О достижении что-то. Вот тут прямо откуп выпадает. Вам нужно за что-то заплатить. В общем, ваша цель рассчитаться с кем-то, с чем-то или за что-то. То есть вам нужно или откупиться, или отдать долг. Это вы как бы должны это отдать, да, или вы должны как бы за это заплатить. Поэтому, чтобы достичь конечной цели, вам надо рассчитаться с долгами и закрыть какие-то гештальты. С кем это связано? Кому что вы должны? Вы должны тому или тому человеку, с кем у вас есть тревоги, конфликты и недопонимание. Ну или, может быть, этот человек вас тревожит. Поэтому, если он вас тревожит, откупитесь от него, заплатите ему в конечном итоге, да, или сделайте так, заплатите за то, чтобы эта тревога была погашена, да, то есть, чтобы он вас не тревожил больше, этот человек. Но, тем не менее, охотник, преследование, откуп. Чтобы прекратить преследование преследующего охотника, вы должны заплатить, рассчитаться с долгами и, может быть, отдать то, что, возможно, вам не нужно или вам не принадлежит, или смириться с этим. Загадывайте желание. А знак зодиака у нас какой? А знак зодиака у нас рак. Вот такой вот. И следующий месседж у нас... Следующий месседж у нас для знака зодиака уже логично, да? Логично, водолейчики, приготовьтесь, пожалуйста. Водолеи. Сразу откроем знак зодиака, потому что он последний. Скрытая угроза, коварство, скрытые интересы и, может быть, скрытая страсть. Посмотрим, что это такое больше. Это скрытая карта всегда. Еще карта кризиса. Связано это с мужчиной, или особенно для мужчины информация. Мужчина самоуверенный, эгоист, такой яркий, зычный, деловой, энергичный такой, да, лидер какой-то. То есть некая угроза либо от этого мужчины для вас, либо этому мужчине, особенно если вы водолей, как-то там пересекаетесь со Скорпионом, имеете какие-то бизнесы или управления. Это огненная карта, это водная, это воздушная. А может ли это быть связано с какими-то треугольниками любовными? В принципе, да, может быть. Скорпион на любовных треугольниках часто. А зачем я руны достал? А просто взял и достал руны. А руны у меня далеко. Ладно. Я не знаю, какая руна ваше внимание притянула. Центральная руна здесь вуньё. Вуньё, возможно, есть какое-то скрытое удовольствие с этим человеком. Но это удовольствие, оно может быть, нести в себя некую потенциальную угрозу. То есть, связывая себя с каким-то петухом, получая от него удовольствие или с ним удовольствие, да,
с этим человеком, с этим мужчиной, да, особенно если это мужчина, ну, будь осторожен или осторожна, да, неважно, кто это, но он такой самоуверенный, самовлюбленный петух, да, ну, вот так. Особенно французская карта, да, французы, у них символ петух. Осталась карта на столе, давайте посмотрим, с чем связана. Связана с магией, да, видите, магия. Ну, давайте уточняющую, потому что я ее как-то засунул вниз и не перетасовал. Ну, магия, с угрозой действительно связана, еще с чем? Ага, и связано с десяткой мечей, поэтому это связано с сильным магическим ударом, сильным физическим ударом, прерыванием контактов, прерыванием чего-то важного, прерыванием развивающихся процессов. Понимаете, каких это карта часто о перинатальном периоде, поэтому будь осторожна в перинатальном периоде, особенно если ты водолей, существует скрытая угроза, ну просто прими это, почему-то где-то откуда-то идет информация. Ну и здесь, если есть треугольник, то, скорее всего, на мужчину, на петуха ему могут или угрожать, или воздействовать энергетически, и благодаря этому может прекратиться либо связь, да, либо в худшем случае вообще сама реальность этих отношений. Вот такой вот месседж. Будьте здоровы, будьте внимательны к своїм обстоятельствам, оставайтесь на связи, і все буде добре. Побачимось, почуємось, до зустрічі. Па-па.